Dear friends, starting on July 5th, we're planning to be able to open the church to a limited number of parishioners in order for them to attend the Divine Liturgy. To do this, we had to prepare a protocol and to hand it in to the government for their approval, which in effect means that there are lots of new rules that we have to observe to keep the protocol in place. Дорогие друзья, в скором времени, начиная с воскресенья 5 июля, мы опять откроем церковь для посещения прихожан. Мы написали целый протокол и предоставили его в нидерландское правительство, и теперь мы должны исполнять этот протокол, что означает, что службы будут проходить несколько по-другому, чем обычно. И все эти правила, которые мы там записали, мы вам пришлем по e-mail, но сейчас я уже хотела бы вам рассказать о некоторых вещах. First of all, everyone wanting to attend the Sunday morning service will need to register and to receive a confirmation. Во-первых, каждый человек, который захочет посетить службу, должен зарегистрироваться заранее по e-mail или по телефону и получить подтверждение своей записи. We'll tell you how to do this. Мы вам расскажем позже, как это сделать. This means, unfortunately, that if you are not registered and you haven't received a confirmation, you will not be permitted to enter the church. Это означает, что если вы не зарегистрировались предварительно и не получили подтверждение о регистрации, вы, к сожалению, не сможете присутствовать на службе в храме. There is a maximum of 60 people who are able to attend. Максимальное количество прихожан, которые может принимать участие в службе, 60 человек. Of course, there are some rules already in place, including the fact that older people with chronic sickness, people with colds, coughs, etc., should not come to the church, but should continue to take part in the services on the online streaming. Разумеется, действующие правила продолжают действовать, что означает, что люди пожилого возраста, люди больные хроническими заболеваниями, те, у которых температура, которые простужены и так далее, должны оставаться дома и могут участвовать в службе, смотря на нее по трансляции. When we open, the church doors will open at 9:30 and will remain open until the reading of the epistle at about 10:15. Начиная с 5 июля двери храма будут по воскресеньям открыты в 9:30 и закрываются они в 10:15 перед чтением апостола. После этого в храм зайти будет уже невозможно. Unfortunately, it will not be possible to have confession during the service. К сожалению, во время службы мы не сможем принимать у вас исповедь. And I will let you know what to do in order to have confession. И я вам расскажу, что делать для того, чтобы исповедоваться. Also, if you want to commemorate the living and the dead, as we normally do with our prosphorers, then please send those names by email to office@orthodox.nl. Если вы хотите написать записки и помянуть ваших живых и мертвых близких и друзей, вы можете отправить эти записки на электронный адрес office@orthodox.nl, а в храме подавать записки возможности не будет. So far as possible, visits to the toilet should be limited. Пожалуйста, постарайтесь избежать посещения туалета во время службы. However, if the need arises, then you can, of course, use the toilets at the back end of the church, but please take care to clean up after yourself so that the next person using the facilities can do so easily. Но если такая необходимость возникнет, конечно же, есть возможность посетить туалет в задней части здания. И после посещения туалета, пожалуйста, помойте за собой. Средства будут стоять там, чтобы следующий человек тоже нашел чистый туалет.
You can buy candles and prosphora at the candle table as normal, except we will not be using cash anymore. We ask everyone to use contactless payments with your cards. Вы можете приобрести при входе свечи или просфоры, но мы попросим вас оплатить бесконтактным способом. Пин-аппараты будут иметься в наличии. You can also add your normal collection money to the contactless payment if you so desire. Также вы во время покупки свечей или просфор можете внести пожертвование, если хотите, тоже таким же бесконтактным способом. Once you have lit your candles and you are ready, then a steward will show you where to stand. Когда вы уже купите там просфоры и свечи, один из наших специально назначенных стюардов покажет вам, где можно стоять. And you're asked to stay in that same place for the service from the beginning to the very end. И мы попросим вас оставаться на этом месте в течение всей службы от начала до конца. The less movement there is in the church, the safer it is for everybody. Потому что чем меньше движения во время службы, тем более безопасной она будет для всех окружающих. Remember, of course, when you go to the icons, no kissing and no touching. И, пожалуйста, когда вы будете поклоняться иконам, пожалуйста, не трогайте их и не целуйте. People will stand in the middle part of the church, leaving the side aisles free so that they can go to the icons. Такие метки, где людям можно стоять, они приклеены в середине церкви, в середине здания, а боковые проходы остаются свободными, чтобы люди могли там проходить, когда они хотят поклониться иконам. Most of the chairs have already been removed from the middle of the church, but you can always go and get one and put it in your space if you so desire. Все стулья мы пока что убрали из середины церкви. Ну, конечно, если вы не можете стоять всю службу, то можно взять стул, чтобы посидеть. The door behind the choir into what is the monastery building will not be used during the services. Проход в храмовое здание, которое находится рядом с хором, во время службы будет закрыт. We need to be particularly careful to ensure that the choir has adequate space and that their space is not entered by other people. Потому что хору нужно много места, чтобы соблюдать санитарную дистанцию, и мы должны позаботиться о том, чтобы никто не вторгался в это пространство, где находится хор. When the time comes for Holy Communion, there are several new things that have to be talked about. Во время святого причастия, вернее так, святое причастие будет происходить особым способом, который я вам сейчас объясню. First of all, don't move from your space until you are invited to do so by one of the stewards. Во-первых, пожалуйста, оставайтесь на своем месте, пока вас один из стюардов не пригласит к причастию. When the steward asks you to do so, you may come forward, and the first thing you do is to take a red napkin, such as this one, which you will find there provided for you. Когда вас пригласят к кубку, пожалуйста, первым делом возьмите красную салфетку, вот такую, как я сейчас показываю. Они будут лежать в пределах досягаемости. Unfold the napkin and then hold it under your chin like this. Разверните салфетку и держите ее под подбородком вот таким образом. This is to ensure that there aren't any accidents with the sacrament. Это нужно для того, чтобы предотвратить падение святых даров на землю. You hold it like this and open your mouth, and the priest will give you the body and blood of Christ as normal, each person receiving their own particular spoon. И вот во время получения причастия откройте рот, как всегда, и священник преподаст вам тело и кровь Христову на специальной лжице, каждая из которых и будет индивидуальная. After receiving communion, use the napkin to wipe your mouth, and then you can put the napkin aside in the place provided.
Пожалуйста, после причастия промокните губы салфеткой, после чего салфетку нужно будет оставить в специально положенном для этого месте. This means that you will not be able to cross your arms as you are used to, but instead you will have to hold your own napkin. Это все означает, что вы не сможете подходить к причастию со скрещенными руками, как вы привыкли. Вместо этого вы будете держать в руках салфетку. After communion, you can go to the back of the church where you will find wine and water prepared for you. Please note, there will be no bread given out at this point. После того, как вам было преподано святое причастие, пройдите, пожалуйста, назад, и в храме вы увидите, там будет предоставлена запивка, только запивка, потому что частицы просфоры не будут выдаваться по этим новым правилам. Of course, children and other members of your family group do not have to keep the 1.5 meter rule from each other, so there should be no problem in giving Holy Communion to children. Во время святого причастия и, впрочем, как и во время всего посещения церкви, пожалуйста, сохраняйте дистанцию 1,5 метра, но это не относится к членам семей и к детям, поэтому если вы одна семья, то не будет проблемы причастить детей, потому что внутри одной семьи не нужно соблюдать эти правила о 1,5 метрах расстояния. During the Holy Communion, the priest will wear a mask over his mouth. Во время преподания святого причастия священник, который его преподает, будет находиться в маске. And the normal words that we use at this time will be said silently. И те слова, которые он обычно произносит во время причастия, будут произнесены, но в тишине, безмолвно. At the end of the service, after the sermon, the doors on both sides of the church will be opened, and those on the left side will exit onto the Tichelstraat, and those on the right side will go out onto the Leinbansgracht. После службы, после проповеди из храма будет открыто 2 выхода. Те люди, которые стоят с левой стороны, должны выходить через выход на Тихелстрат, а те, которые стоят с правой стороны от алтаря, те должны выходить через выход на Лейнбансграхт. At the back of the church you will also find baskets for whatever collection money you want to leave, and also little paper bags containing the prosphorus that you ordered when you came in. И у выхода будут стоять корзинки для пожертвований, если вы захотите оставить пожертвования, а также будут лежать просфоры в бумажных пакетиках и для тех, кто заказал просфоры. So if you asked for 2 prosphorus, there will be 2 paper bags waiting for you. И таким образом, если вы заказали 2 просфоры, то для вас там будут оставлены 2 таких бумажных мешочка с просфорами. Unfortunately, there will be no opportunity to have a cup of coffee after the service. К сожалению, в таких условиях невозможно будет всем вместе выпить кофе после службы. And the coffee room will not be open for use. И наш приходской зал будет закрыт после службы. Туда нельзя будет войти. You are asked to leave the church as efficiently as possible and not to gather outside the doors of the church, even though the tendency will be to want to speak to other people. И попросим вас после окончания службы бодрым шагом покинуть храмовое здание, и попросим вас тоже не скапливаться у дверей, чтобы поговорить со своими друзьями, хотя я понимаю, что искушение будет велико. Of course, you're free to meet with other people as much as you want, but please don't do so right outside the doors of the church. Конечно, разумеется, вы можете общаться с людьми, и, конечно, вы можете общаться с кем угодно, но только просим вас, пожалуйста, не делать это непосредственно у дверей храма. There are lots and lots of rules in place to make sure that everybody is safe. Я понимаю, что это очень-очень много правил, но все эти правила нужны для того, чтобы обеспечить безопасность. Keeping these rules is, I'm afraid, not very attractive. Я понимаю, что это не очень приятная процедура следовать всем этим правилам. And we really look forward to the time when we can go back to normal. И мы очень-очень надеемся и ждем тех времен, когда можно будет, когда все вернется на круги своя.
However, that does depend on our own behavior. Хотя это, конечно, тоже зависит от нашего собственного поведения. If someone in our parish does get ill, then we will have to return to having services without parishioners attending. Потому что если окажется, что кто-то из прихожан, присутствовавших на службе, заразился коронавирусом, то придется опять нам закрыть двери храма и продолжать службы без прихожан. But let's hope that that doesn't happen. Но давайте надеемся, что этого не произойдет. Please be assured that the priests and the deacons and the other members of the governing body of the parish are available to all of you to listen to your concerns, and we will do our best to respond in an appropriate way. Пожалуйста, примите мои уверения в том, что все диаконы, все священники прихода и тоже другие члены правления, все готовы ответить на любые ваши вопросы и послушать любые ваши сомнения, и всегда мы будем готовы это делать. Please use the email system as much as you can. Пожалуйста, пользуйтесь в первую очередь адресами электронной почты. This helps us to stay organized. Это нам поможет все провести организованным образом. I pray for God's blessing upon you during this difficult time. Я молюсь о Божьем благословении на вас в эти трудные времена. That He will preserve you and your family in health and safety until we reach clearer times ahead. Что Он сохранит вас в добром здравии и благополучии до тех пор, пока мы сможем опять вернуться к нашей обычной жизни. Thank you very much. Спасибо большое.